Всем привет! Вы на канале Нитка KZ. Меня зовут Жанара. Это видео мастер-класс по вязанию сумочки багет. Вот такую симпатичную сумку мы с вами свяжем на этом видео мастер-классе. Вяжется она из трикотажной пряжи. Нам понадобится всего лишь один моточек пряжи. Этот видео мастер-класс подходит для новичков, потому что здесь совершенно простой узор, а также мы научимся вязать круг. В описании под видео я оставлю артикулы Wildberries для покупки фурнитуры для сумочки. А пряжу вы можете использовать любую на свой вкус, не только трикотажную, но и также шнур полиэфирный или хлопковый. Материалы для вязания сумки. Нам понадобится один моток трикотажной пряжи. В мотке примерно 300-350 грамм, толщина нити 7-9 мм. У меня трикотажная пряжа, чистый хлопок стопроцентный. Крючки для вязания номер 6 и номер 4. Из фурнитуры нам понадобится круглый замочек, диаметр 4,5 см, крепление на зубчиках. Колечки диаметром 20 мм, 2 штуки. Карабинные сердечки для ремешка, 2 штуки. Приступаем к вязанию. Вначале нам нужно размотать слегка моток трикотажной пряжи с внешней стороны. И затем слегка растягиваем пряжу. И так делаем в процессе всей работы. Оставляем длинный кончик нити примерно 1 метр. И набираем цепочку 46 воздушных петель. Вяжем первый ряд, одну петлю пропускаем и, начиная со следующей петли, вводим крючок только за одну полупетельку и вяжем столбиками без накида 45 петель. Заканчиваем первый ряд. И в конце каждого ряда мы делаем воздушную петлю для подъема следующего ряда. В следующем ряду в первую петлю мы вяжем столбик без накида, при этом крючок вводим за обе полупетельки. Начиная со следующей петли вяжем столбиками без накида, вводим крючок только за одну полупетельку. И так продолжаем вязать до конца ряда, кроме последней петли. И в конце мы вводим крючок за обе полупетельки и провязываем столбик без накида. В следующем ряду опять первую и последнюю петли вяжем за обе полупетли, все остальные петельки вяжем за одну полупетельку. Всего провязываем 45 столбиков без накида.
Вот такое полотно у нас получается. И далее мы продолжаем вязать точно так же. Вяжем всего в высоту 20 рядов. Мы закончили, связали с вами 20 рядов. Давайте посчитаем вместе. Вот это у нас идет пара рядов. Таких у нас должно быть 10 пар. Это значит, что у нас 20 рядов. В конце отрезаем кончик нити и прячем его внутри петелек последнего ряда. Для этого мы используем тонкий крючок номер 4. Измеряем наше полотно. У меня получается длина 46 сантиметров и ширина 20 сантиметров. Теперь наше полотно мы откладываем в сторонку и будем с вами вязать боковинки. Оставляем короткий кончик и делаем колечко амигуруми. Кольцо провязываем одну воздушную петлю и затем далее в кольцо мы провязываем 5 столбиков без накида. При этом обратите внимание, кончик нити у нас должен проходить внутри всех этих петель. Итак, всего вместе с первой петлей получается у нас 6 петель. Затягиваем колечко и закрываем первый ряд. Вяжем второй ряд, вводим крючок ровно под местом соединения в первую петельку и вяжем в узор галочки. Обратите внимание, с другой стороны у нас крючок выходит тоже ровно посередине петли. Мы провязываем первую петлю и далее мы будем с вами делать прибавки. Каждую из 6 петель предыдущего ряда нам нужно связать 2 столбика без накида в одно основание. Вводим крючок в середину петли, провязываем столбик без накида 1 и опять вводим крючок в эту же петлю и провязываем столбик без накида 2. Таким образом мы сделали прибавку. Точно так же мы продолжаем делать прибавки во все оставшиеся петли. Нам нужно сделать 6 прибавок, чтобы получить 12 петель. Мы заканчиваем второй ряд. Обратите внимание, здесь нам к первой петле нужно сделать еще одну петельку, чтобы получилась последняя прибавка. И таким образом у нас получается 12 петель.
В третьем ряду мы опять провязываем первую петельку над местом соединения. И далее мы будем делать 6 прибавок, будем чередовать их через одну одинарную петлю. То есть первую петельку мы провязываем двойную, во вторую одинарную. Повторяем наш узор. Опять в первую петельку из прибавок предыдущего ряда вяжем двойную петлю, во вторую одинарную. И так мы продолжаем вязать до конца ряда. Чередуем двойная, одинарная 6 раз. Мы закончили третий ряд, сделали 6 прибавок. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чередовали их через одну одинарную петлю. Итого у нас должно быть по окружности 18 петель. Вяжем четвертый ряд. Первую петлю провязываем над местом соединения. Далее у нас прибавки сдвигаются левее. Над прибавками предыдущего ряда мы провязываем 2 одинарные петли и в третью вяжем прибавку 2 столбика без накида в одно основание. Итак, в первую петельку вяжем 1, во вторую 1 и в третью 2 столбика в одно основание. Повторяем наши прибавки опять 1, 1, 2. И так далее. Мы продолжаем вязать до конца ряда. 2 одинарные, двойная, 2 одинарные, двойная и так далее. Всего 6 прибавок. Должно получиться 24 петли. Заканчиваем четвертый ряд. Обратите внимание, вот у нас двойная, 2 одинарные, и вот здесь у нас тоже должна быть двойная. Поэтому к первой петле мы вяжем еще один столбик без накида. Итого у нас 6 прибавок. Давайте вместе посчитаем. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Чередуются через 2 одинарные петли. Итого 24 петли. Ну и последний пятый ряд. Здесь у нас должно получиться 30 петель. Мы опять делаем 6 прибавок, чередуем их через 3 одинарные петли. Сразу же в первую петельку вяжем двойную и затем 3 одинарные. Двойная и 3 одинарные. Повторяем двойная и 3 одинарные. Итак, мы продолжаем с вами вязать до конца ряда. Двойная, 3 одинарные,
И всего должно получиться 30 петель. Заканчиваем пятый ряд. Сделали 6 прибавок: 1, 2, 3, 4, 5, 6. Через 3 одинарные петли. Итого у нас получается 30 петель по окружности. Мы отрезаем кончик нити и закрываем красиво последнюю петлю. Для этого я использую крючок номер 4. Теперь нам нужно спрятать все кончики нити и лишние ниточки отрезаем. Давайте измерим нашу боковинку. Получается диаметр 10 сантиметров. Далее мы будем эту боковинку пришивать к сумке. Итак, мы отмечаем от начала вязания, где мы оставляли длинный кончик нити, 5 петель, затем следующую, шестую мы отмечаем. Далее опять 5, шестую отмечаем. И так мы делаем 5 раз. Итого здесь мы отметили с вами 30 петель и для клапана оставляем еще 15 петель. Теперь берем наш кружок, прикладываем его началом ряда или окончанием, где у нас заканчивается последняя петля, прикладываем этим местом к краю клапана. И теперь с помощью оставленной длинной нити мы пришиваем боковину к сумке. Пришиваем обычными стежками с помощью крючка. Итак, в начале первые 5 петель на обеих деталях мы пришиваем друг к другу. Теперь ту петлю, которую мы отметили маркером, мы просто пропускаем. А на кружочке мы продолжаем. В следующую петлю вводим крючок и пришиваем ее уже к следующей петле после маркера. Здесь у нас опять идет участок 5 петель, мы их пришиваем друг к другу, все 5 петель. Теперь опять отмеченную маркером петлю пропускаем
пришиваем следующие 5 петель. И так мы продолжаем с вами делать полностью, пока не пришьем все петли, которые у нас идут между маркерами. Здесь у нас последняя отмеченная петля, ее мы тоже пришиваем к боковине сумки. Делаем 2 стежка, чтобы крепление держалось лучше. И сверху на кружочке у нас остаются 4 неиспользованные петли. Вот так у нас будет выглядеть сумка с клапаном. Отрезаем кончик нити и прячем его внутри петелек последнего ряда. Я связала второй кружок, и здесь отличие в том, что на кружочке я в конце оставляю длинный кончик нити, закрываю последнюю петельку. Теперь мы прикладываем опять кружок к краю сумочки и точно так же, как с другой стороны, пришиваем боковину к сумке. Я пришила боковину к сумке, и теперь мне нужно установить портфельный замок. С помощью линейки или сантиметра я измеряю клапан, нахожу его середину, и ровно посередине я буду устанавливать замочек.
Далее мы с вами вяжем ремешок для сумки. Оставляем кончик нити 20 сантиметров и набираем цепочку 91 воздушная петля. Пропускаем первую петлю, далее вяжем соединительными петлями 3 петли. Далее продолжаем. Опять вводим крючок за полупетлю и вяжем уже столбиками без накида. До конца ряда 86 петель, за исключением 3 последних петель. В конце ряда вяжем 3 соединительных столбика. Итого у нас получается 90 петель в ручке. В следующем ряду вводим крючок за одну полупетельку, провязываем 3 соединительных столбика. Затем опять вводим крючок за полупетельку, вяжем столбиками без накида 86 петель. И в конце 3 петли провязываем соединительными столбиками. Мы закончили второй ряд. В конце 3 петельки провязали соединительными столбиками. И далее мы с вами продолжаем вязать точно так же, всего 4 ряда, то есть еще 2 ряда нам нужно связать. Мы закончили, связали 4 ряда. В конце опять заканчиваем 3 соединительных столбика. И теперь отрезаем кончик нити, оставляем кончик сантиметров 20, чтобы пришить карабины к ремешку. С помощью тонкого крючка пришиваю карабинчики к ремешку. Давайте измерим наш ремешок. И у меня вместе с карабинами получилась длина примерно 113 сантиметров. Ну, в процессе ношения ремешок еще будет немножко растягиваться. Теперь мы прикрепляем к сумке маленькие колечки 20 миллиметров с двух сторон. И на колечки цепляем карабины с ремешком.
Давайте измерим нашу сумочку. Получается длина примерно 21 сантиметр и высота 15 сантиметров. Я надеюсь, вам понравился этот видео-мастер-класс. Пишите ваши комментарии. Отмечайте меня на ваших видео и фото в инстаграме, мой аккаунт nitka.kz. Мне будет очень приятно увидеть ваши работы. Я желаю вам успехов и до новых встреч!